Если вы думаете над тем, нужна ли вам чистка кишечника, немного интересной информации. Кишечник у нас с вами занимает 300 квадратных метров. Это площадь всего кишечника, и тонкого, и толстого. В кишках всасывается все. Вы себе можете представить, если там несварение и гниение, значит, все это всасывается, как вы думаете, куда? Конечно же, сначала в лимфу, а затем в кровь. О каком здоровье может идти речь? У нас примерно 3-5 литров лимфы, и основная масса всей грязи находится именно в лимфе. Запомните, хорошо очистить организм, не очистив кровь, невозможно. Хорошо очистить кровь, не очистив лимфу, невозможно. Хорошо очистить лимфу, не очистив кишечник, невозможно. Правильное очищение организма начинается именно с кишечника. Соответственно, восстановление здоровья логично начинать с кишечника. Разумеется, можно пробовать все чистить сразу – и кровь, и лимфу, и кишечник. Как пример, лимфа частично очищается через потоотделение. Это баня и физические нагрузки до пота. Однако, если кишечник грязный, то он снова будет загрязнять лимфу. Так что, если вы хотите серьезно заняться здоровьем, подумайте над тем, как очистить кишечник. И, кстати, проверить работу кишечника несложно в домашних условиях. Как самому диагностировать работу кишечника? В первую очередь проверьте свой стул. Имеется в виду то, что вы отправляете в унитаз. Если ваш кишечник работает правильно, то: первое. Ваш стул должен быть ежедневным. Хорошо, если это происходит утром. В идеале стул должен быть столько раз в день, сколько вы кушаете. Но для городских жителей допускается, чтобы стул был хотя бы 1 раз в день. Второе. Ваш стул должен быть в виде колбаски, а не гороха или каши. Третье. В норме стул не должен марать унитаз. Если остаются следы на унитазе, это значит, что есть несварение. То есть вы съели пищу, а она у вас не до конца усвоилась. Четвертое. У вашего стула должен быть правильный запах. Он должен быть нейтральным. Если после вас невозможно зайти в туалет, то это говорит о брожении и гниении в вашем кишечнике. Пятое. В вашем стуле не должно быть слизи, крови и глистов. Шестое. Ваш стул должен плавать на поверхности воды, а не тонуть. И, разумеется, в норме не должно быть запоров или поносов. Что делать, если ваш кишечник не в порядке? Во-первых, ваша задача так сбалансировать пищу, чтобы ваш стул был колбаской, не морал увитаз, не имел отвратительного запаха, плавал на поверхности воды и не содержал крови, слизи и глистов. Это признак здорового кишечника и что вся съеденная пища переваривается правильно и усваивается максимально хорошо. Вы сами должны смотреть на то, что вы кушаете, и что потом выходит из вас. Замечая улучшение или ухудшение вашего стула, вы должны делать выводы, какое сочетание продуктов хорошо принимается вашим организмом, а какое плохо. Какие продукты подходят вам лучше всего, а какие не подходят вам вообще. Следующее, что нужно сделать, попробуйте заменить одни продукты на другие. Например, если вы заметили несварение в результате смешивания фруктов и белково-углеводной пищи, то попробуйте употреблять фрукты отдельно от такой пищи. Или если ваш организм не принимает молочные продукты, попробуйте употреблять их отдельно от любой еды и без добавления сладостей. Если это не поможет, тогда замените молочку на альтернативные продукты. В общем, никто не знает вашего организма так хорошо, как знаете вы. Вот почему невозможно для всех людей подобрать одну универсальную диету. Именно вы можете помочь своему организму лучше всего. Конечно, придется вникать и разбираться, но это того стоит. Ведь быть здоровым – это правильно во всех отношениях. Ведь больной человек – это проблема для всех окружающих. И это одна из миссий нашего канала – помогать людям избавляться от болезней и быть здоровыми. Так что присоединяйтесь. А относительно чистки кишечника, чтобы не распыляться здесь, рекомендуем посмотреть специальные видео, в которых мы подробно объяснили, как и чем можно почистить кишечник. Ссылка на видео сейчас на вашем экране, а также вы найдете такую ссылку в описании под этим видео.
Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, и мы ответим. Если видео было полезным, вы можете поставить лайк и поделиться с друзьями. Чтобы не пропустить новых видео, рекомендуем подписаться на наш канал и нажать колокольчик оповещений.